Ты слушаешь Радио Мария. Сегодня 13 марта. В прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Террористы Хизбаллы берут на себя ответственность за запуск около 100 ракет по северу Израиля вчерашним утром 12 марта. В заявлении группировки говорится, что она нанесла удар по 2 базам израильской армии на голландских высотах, выпустив более 100 ракет «Катюша». Террористы Хизбаллы угрожают еще более решительным ответом на предыдущие израильские удары на северо-востоке Ливана, где, напомню, израильские военные нанесли удар по 2 командным центрам террористов Хизбалла. Главные новости Израиля. Далее к другим событиям. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан осудил недавнее сообщение о том, что Белый дом рассматривает возможность приостановить помощь Израилю, если Израиль предпримет крупное наземное наступление на город Рафиах на юге сектора Газа. Цитирую: «Мы не собираемся высказывать гипотезы о том, что будет дальше, а сообщения, претендующие на описание мыслей президента США, являются неосведомленными и предположениями», заявил Салливан. Салливан повторяет, что США не поддержат операцию Цаля в Рафиахе, если Израиль не покажет план по эвакуации более 1 миллиона палестинцев, которые в настоящее время укрываются в Рафиахе. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. И, как стало известно, президент США Джо Байден рассматривал возможность выставления условий военной помощи Израилю, если он начнет широкомасштабное наземное наступление на город Рафиах на юге сектора Газа. Об этом сообщили Политико 4 неназванных американских чиновника. Цитирую: «Он определенно об этом думал», говорит один из чиновников. Напомню, что Байден ранее заявил в воскресном интервью, что запланированное крупное наступление в городе Рафиах на юге сектора Газа будет, цитирую, «красной линией», но позже сказал, что нет никакой красной линии. Тем временем высокопоставленный израильский чиновник, имя которого не сообщается, ответил на доклад американской разведки, опубликованный накануне вечером. В докладе сообщалось, что Израиль будет бросать вызов Хамасу в течение многих последующих лет, и что жизнеспособность правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, цитирую, может оказаться под угрозой на фоне критики по поводу ведения войны. Высокопоставленный израильский чиновник говорит, цитирую: «Те, кто избирает премьер-министра Израиля, являются гражданами Израиля и никем иным. Все сообщения американской разведки интерпретируются как попытка свергнуть Нетаньяху. Израиль – это не проект США, а независимая и демократическая страна, граждане которой избирают правительство. Мы ожидаем, что наши друзья будут работать над свержением террористического режима Хамаса, а не избранного правительства Израиля», заявил чиновник. Как стало известно, новый отчет американской разведки, предполагающий, что Нетаньяху может потерять власть, взбесил премьер-министра Израиля, и он решил вступить в публичную конфронтацию с президентом Соединенных Штатов. Напомню, что по оценкам американской разведки, цитирую, «недоверие к способности Нетаньяху управлять страной углубилось и расширилось среди общественности по сравнению с и без того высоким уровнем до войны, и мы ожидаем крупных протестов с требованием его отставки и новых выборов. Возможно, другое, более умеренное правительство». Конец цитаты. Добавлю, что на нашем YouTube-канале Радио Мария в рекламных вставках от Google рекламы появляются ролики, призывающие к свержению премьер-министра и обвиняющие его во всех проблемах Израиля. Радио Мария не имеет отношения к этой рекламе и не может влиять на рекламные вставки, размещенные и заказанные у компании Google AdSense. Эта реклама появляется только на территории Израиля. Вопрос, кто заказывает эту рекламу.
Пример такого ролика против Нетаньягу давайте посмотрим. Ролик имеет название «Ты глава, ты виновен». Радио Наре призывает не поддаваться на провокации и черную пиар-кампанию против премьер-министра Израиля. אין בושה, אין כבוד, אין ביטחון, אין צפון, אין דרום, אין כסף, אין פרנסה, אין שקט, אין אמון בממשלת החורבן. אתה הראש, אתה אשם. Главные новости Израиля. Несмотря на растущую напряженность в отношениях с Белым домом, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу заявил, что он, цитирую, «ценит поддержку, которую Израиль получает от президента Байдена и администрации, и надеется, что она будет продолжаться. Но позвольте мне внести ясность», — продолжает Нетаньягу, «Израиль выиграет эту войну, несмотря ни на что. Для этого Цааль должен действовать в Рафехе, иначе Хамас перегруппируется и перевооружится, и отвоюет сектор Газа. Это невыносимая угроза нашему будущему, и мы не примем ее. Мы уничтожим Хамас, освободим наших заложников и обеспечим, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозу Израилю. Израиль завершит работу в Рафехе, позволяя гражданскому населению избежать опасности. Израиль принял меры по минимизации потерь среди гражданского населения, которых не предпринимала ни одна другая армия в истории. Нашим друзьям в международном сообществе я говорю следующее. Вы не можете заявлять, что поддерживаете право Израиля на самооборону, а затем выступаете против Израиля, когда он реализует это право. Вы не можете заявлять, что поддерживаете цель Израиля по уничтожению Хамаса, а затем выступаете против Израиля, когда он предпринимает действия, необходимые для достижения этой цели. Вы не можете говорить, что вы выступаете против стратегии Хамаса по использованию гражданского населения в качестве живого щита, а затем обвинять Израиль в пострадавших среди гражданского населения, которые являются результатом этой циничной стратегии Хамаса. Для Израиля каждая гибель мирного жителя – трагедия. Для Хамаса – это стратегия. Ни одно из этих давлений нас не остановит. На карту поставлено само будущее Израиля, само его выживание. У нас нет другого выбора, кроме полной победы. И эта победа близка и достижима, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Главные новости Израиля. Американские военные чиновники заявили, что американские силы вчера вместе с ВВС Иордании осуществили переброску гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Цитирую. Гуманитарные сбросы способствуют постоянным усилиям правительства США и стран-партнеров по облегчению человеческих страданий. Эти сбросы помощи с воздуха являются частью постоянных усилий, и мы продолжаем планировать последующие воздушные поставки, заявили американские военные. Военные армии обороны Израиля ликвидировали террориста, который запускал по ним коктейли Молотова в лагере беженцев Шуафат. Шуафат – это единственный лагерь палестинских беженцев, расположенный внутри Иерусалима. Лагерь в основном обслуживается Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам. Пресс-секретарь полиции Израиля заявил, цитирую, 12 марта в Шуафате произошли беспорядки, в ходе которых в сторону сил безопасности бросали коктейли Молотова и запускали фейерверки. Во время грубого нарушения порядка военные ликвидировали подозреваемого, который поставил под угрозу наши силы, запустив по ним коктейль Молотова. Террористом оказался 12-летний Рами Хамдан. Его фотографию вы сейчас видите на своих экранах. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг говорит, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу подрывает Израиль своим подходом к войне против Хамас в секторе Газа и призывает страну изменить курс или потерять еще большую международную поддержку. Вонг сообщает, что международная поддержка Израиля будет продолжать ослабевать, если Израиль не решит гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Цитирую. «Я думаю, что мир в ужасе от нынешней ситуации, и я бы сказала, что если Израиль не изменит свой курс, он продолжит терять поддержку». Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Главные новости Израиля. И снова Джо Байден.
Президент США Джо Байден говорит, что он опустошен, услышав новость о том, что израильско-американский заложник Итай Чен, которому 19 лет, погиб во время нападения Хамаса на Израиль 7 октября. Напомню, что вчера, 12 марта, было официально подтверждено, что Итая Чена больше нет в живых. Байден говорит, цитирую: «В декабре отец и брат Итая присоединились ко мне в Белом доме, чтобы поделиться своей историей, молясь за благополучное возвращение своего любимого человека. Никто не должен терпеть даже один день из того, через что он прошел. В конце нашей встречи мне подарили минору, торжественное напоминание о том, что свет всегда разгонит тьму, и зло не победит. Я подтверждаю свое обещание всем семьям тех, кто все еще находится в заложниках. Мы с вами. Мы никогда не перестанем работать над тем, чтобы вернуть ваших близких домой». Об этом заявил президент США Джо Байден. Напомню, что ранее предполагалось, что Чен, служивший в израильской армии недалеко от границы с сектором Газа, был взят в заложники Хамасом 7 октября. Но, к сожалению, Итая больше нет. Прошлым вечером во дворе владельца ресторана в Нетании произошла детонация неизвестного устройства. Пострадавших в результате происшествия не было. Полиция уже начала расследование. Сейчас кадры с места происшествия вы видите на своих экранах. Еврейский университет в Иерусалиме отстранил преподавателя и заведующую кафедрой Надеру Шалхуб-Кеваркян после серии ее подстрекательских заявлений и действий. Об этом сообщает университет. Шалхуб-Кеваркян, которая в прошлом выступала против Израиля и сионизма, вчера дала интервью 14-му телеканалу. Там она обвинила Израиль в геноциде в секторе Газа. В заявлении еврейского университета говорится: еврейский университет с отвращением отвергает все ее искаженные заявления. Еврейский университет гордится тем, что является израильским, общественным и сионистским учреждением. Конец цитаты. Напомню, что Шалхуб-Кеваркян работала заведующей кафедрой права на юридическом факультете Института криминологии Еврейского университета. Главные новости Израиля. Продолжаются главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Нария. Нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Поддержать Радио Нария очень просто. Уже сейчас поставьте лайк этому видео, напишите свой комментарий, а также подпишитесь на наш канал. Ваши комментарии, лайки и подписки помогают продвижению и развитию нашей радиостанции. Также напомню, что на Радио Нария осуществляют атаки недоброжелатели. Чтобы не потерять связь с нами, мы создали резервный YouTube-канал. Если мы не сможем выйти в эфир на этом основном канале, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также важно подписаться. Спасибо, что вы с нами. Прокуратура Центрального округа предъявила серьезное обвинение Натану и Рахель Меларе, владельцам поместья, где в 2022 году погиб молодой человек. Меларем обвиняется в причинении смерти по неосторожности и нанесении ущерба по неосторожности. Также их обвиняют в незаконном использовании недвижимости в коммерческих целях. Напомню, что студенты у пары арендовали виллу с бассейном для вечеринки. В разгар праздника пол в бассейне провалился и образовалась воронка, в которую попал молодой человек. Спасти его не удалось. По материалам следствия, бассейн был построен на месте, где грунт не позволял такие строения, поскольку под бассейном фактически были пещеры и ямы. Пара обвиняется в том, что она знала об этом, что в этом районе существовали пещеры. Обвиняемые самостоятельно заполнили место под бассейном наполнителем из камней и глины, но некоторые участки остались пустыми. Эта засыпка была произведена без инженерных консультаций, без испытаний грунта и получения разрешения согласно закону. За 2 года до трагедии обвиняемые начали замечать утечку из бассейна, вода уходила под землю. Но деньги были превыше всего, трещину в дне бассейна заделали. Еще раз напомню, что в конце июля 2022 года 7 гостей купались в бассейне, как внезапно образовалась воронка, в которую затянуло молодого человека. Позже его нашли на глубине 8 метров.
Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра, 14 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова с вами в прямом эфире. До встречи!